Приветствую, друзья! Сегодня у нас на обзоре интересный воблер от бренда Tsurinoya, который называется Intruder 46S. Кстати, кто понял, на что это копия, прошу писать в комментариях, будут интересны ваши варианты. Воблер этот имеет свою особенность, которую я не сразу понял, и он у меня поначалу не показывал серьезных результатов. Но как только приманка попала в необходимые условия, то сразу превратилась в настоящего убийцу. Но не будем забегать вперед, а перейдем сразу к техническим характеристикам. Воблер быстро тонущий и имеет вес 5 грамм, а длину 46 мм. Сочетание такого приличного веса и небольшого размера дают приманке дальний заброс, чем в общем-то могут похвастаться далеко не все воблеры такого формата. Для лучшей балансировки огрузка расположена в нижней части болванки, что предотвращает любые завалы как на паузах, так и на рывках. Воблер абсолютно тихий, без каких-либо погремушек, что больше подойдет в ловле пассивной или очень осторожной рыбы. Спереди установлена небольшая лопатка, которая легко режет воду, а поскольку форма тут вытянутая и необъемная, то воблер совсем не упористый. Опа! Нифига себе! Офигеть! Вот это, блин, оторвался! Это жерех был. На борту есть два небольших острых тройника. Они хоть и малого размера, но очень цепкие. Отдельно хочется сказать про петли. Они тут установлены в отдельные камеры, да еще и дополнительно пролиты. Так что приманка не будет пить воду вообще ни при каких обстоятельствах. Покрытие стойкое, имеет просто огромное количество расцветок, аж 16 штук. В общем, любой спиннингист найдет расцветку по свой вкус. По белому хищнику лично у меня лучше работали натуральные цвета, а, например, щука жрала вообще все подряд. В целом, качество изготовления могу оценить на твердую 5 по 5-бальной шкале, что, в общем-то, неудивительно для бренда Tsurinoya. Вот, ребят, небольшой жерешок садил. Бойко так. Это воблерок от Tsurinoya. Это вообще классно. В общем, я доволен. Так, ну вот что ему надо, значит, да? Кремки он не хочет. Нужны такие миножки тонущие. И похоже, желательно такого под натуралочку. Натуральной расцветки. Это у нас Intruder 46S от Tsurinoya. И проводочку я такую делаю неспешно. И слегка подыгрываю кончиком удилища. То есть такие рывочки получаются. Твичингом это, конечно, не назвать. А такая равномерка со сбоями. Есть! О! А это уже что-то хорошее. Вот это монстр. Хорошо как упирается. Блин. Фрикциончик надо ослабить. Ну-ка покажись, кто здесь. Это щука, что ли? Да, это щука. Тебя я вообще тут не ожидал встретить. Не за тобой ехали сегодня. Вот такая щучка. Прикольная. Речная.
Вот, ребят, и щучка соблазнилась на интрудер от Суриною. Отличный воблер для течения. Так что пользуйтесь. Поскольку воблер относится к классу тонущих топориков, то им сложно ловить в стоячей воде. Хотя и возможно. Но нужно быть готовым, что проводки у вас будут довольно быстрые, что скорее подойдет только для сбора активной рыбы. Но вот на течении это уже совсем другая приманка, которая раскрывается по полной программе. Струю она держит хорошо, и тут уже можно экспериментировать с рывковой анимацией различной интенсивности. Многое, конечно, будет зависеть от вашего позиционирования к направлению течения и скорости потока. Лично я часто миксую равномерку с нечастыми рывками. Базовая равномерная проводка тоже приносит результаты. На ней воблер интересно вихляет из стороны в сторону и продвигается вперед. Это рыба, нифига себе. Не ожидал, я думал зацеп. Это рыба. Да, это походу хороший жерех. Блин, как он в течение упирается, это просто паровоз какой-то. Палочка, кстати, хорошо так отрабатывает на рывках. Не, это опять щука, по-моему. Блин, вот зубастая. Хорошо, что металлический поводок поставил, хоть маленький. Она, кстати, за последний тройничок там зацепилась. Тройнички маленькие. Скорее всего, даже сойдет. Тяжело тебя держать изучение. Красивая, как скачет. Давай уже, сдавайся. Ну такая полторашка. На такого малыша. Блин, вот тебе и зацеп. Казалось, не зацеп. Вот, ребят, такая нормальная щука клюнула. За тройничок за один зацепилась. Еле вытащил. На течении, конечно, это атас. Но все-таки справился. Давайте подведем некоторые итоги нашего обзора. Итак, это небольшой, тихий и быстро тонущий воблер, предназначен в первую очередь для течения. Это реально его стихия, и тут он действительно на своем месте. Предназначен он в первую очередь для ловли белого хищника, но, как выяснилось, нравится абсолютному большинству зубастых. Я ловил на него и жереха, и головля, и окуня, и щуку. Причем щуку абсолютно не смущал такой небольшой размер приманки. В этом плане воблер оказался универсалом. То есть возможность взять с собой на реку только его и получить очень разноплановый улов. Считаю, это его самое ценное преимущество. Кстати, для тех, кто досмотрел до конца, открою небольшой секрет. На самом деле это копия на воблер
Duo Spech от Riki 46S. На этом, пожалуй, все. Будем заканчивать. Если остались какие-либо вопросы, добро пожаловать в комментарии. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на этот канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну а также и на мой телеграм-канал. Кстати, на канале есть не менее интересные обзоры и на приманки, и на снасти. С ними вы можете ознакомиться в соответствующем плейлисте. Берегите себя, всем счастливо, всем пока!